Друзья, а вы заметили, что текущая коррекция вообще не похожа на те, которые были раньше? Серьезно. Если смотреть на последние откаты, которые достигали 25-30%, у них хотя бы были понятные причины. Например, в начале года мы начали сыпаться из-за тарифной войны Трампа, которая угрожала росту инфляции. В прошлом году биткоин плавно упал на 30% на фоне высоких ставок ФРС, но в 2022 году этих красных катализаторов было полным-полно. Высокая инфляция, крах Терра Луны, FTX и еще сверху давление со стороны SEC. А что же сейчас? Ну, на данный момент ни одного из этих факторов нет, и единственное, что мы имеем, это падение шансов на снижение ставки ФРС в декабре. На этом все. Но несмотря на это, розница продает, киты продают, фонды также постепенно выводят капитал из биткоина и эфира, и получается формируется такой снежный ком, который просто тянет все вниз без конкретной критической причины. Именно поэтому я и говорю, что это падение не похоже на те, которые были раньше. Сейчас каждый день мы видим красные свечи, и как рынок падает все сильнее и сильнее. Биткоин, эфир и вообще все альты никак не могут зацепиться за поддержку и хотя бы просто начать консолидацию, что, конечно же, демотивирует даже тех инвесторов, которые заходили в рынок в прошлом году. Поэтому, друзья, сегодня я бы хотел разобраться, почему это падение не похоже на прошлое. Мы с вами вспомним историю и посмотрим, что скрывается за этой коррекцией. Также сегодня я озвучу 5 ключевых причин падения. И нет, одна из них это не то, что именно вы купили крипту и все рухнуло. Хотя на крипторынке возможно все. А в конце вас будет ждать прогноз с ключевыми положительными факторами, которые способны привести к активному развороту. Но вот что еще интересно. Чем ниже падает биткоин, тем больше появляется прогнозов, что начался медвежий рынок. Вот только реальные сигналы говорят о обратном. И на эту тему я хочу сделать отдельное видео. Поэтому, если вам интересно, то набираем 1000 лайков. И в следующем ролике я без эмоций расскажу, что такое настоящий медвежий рынок и какие сигналы указывают на его 100% начало. Также эту идею для ролика можете поддержать в комментариях. Ведь именно за ваш комментарий вы можете получить $10, как этот зритель. И еще $10 за подписку на наш телеграм-канал. Так что, друзья, всем приятного просмотра. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, друзья, в такое максимально сложное время на крипторынке, когда каждый день мы наблюдаем падение и биткоин уже торгуется ниже 90 тысяч, самое главное не ломать свою долгосрочную стратегию и не идти на поводу своих эмоций. Поэтому, чтобы не поглощать весь этот фуд, которого сейчас очень много, советую вам следить за всем происходящим в нашем телеграм-канале. Там я и мои редакторы публикуем только то, что реально нужно знать всем инвесторам, а именно свежие новости, инсайды, отчеты и аналитику. Но что самое главное, без лишнего спама, который только отвлекает и заставляет лишний раз переживать. Сегодня я выложил сделки китов, которые сейчас в плюсе. Поэтому, если вам интересно узнать, как сейчас крупные игроки зарабатывают во время падения, переходите и подписывайтесь. Ну а первое, что мы сделаем, это разберем, как эта коррекция отличается от прошлых. Ведь понимая всю ситуацию, нам будет гораздо проще двигаться дальше. Текущее падение крипторынка — это необычная коррекция, которую мы видели в 2018, 2020 или 2022 годах. Сейчас рынок показывает поведение, которое ранее никогда не совпадало в одном цикле. Поэтому динамика выглядит настолько аномальной и вызывает столько паники. Если раньше каждое снижение стоимости четко было привязано к сжатию ликвидности, повышению ставок или системному краху, то сегодня все наоборот. ФРС уже перешла к мягкому курсу. Ставки снижаются, а за последние месяцы в экономику США было влито более 1,2 триллиона долларов. Это первый случай в истории, когда рынок падает не на фоне дефицита ликвидности, а на фоне ее избытка. Такой парадокс раньше был характерен только для поздних возбытчих циклов, но никак не для середины цикла, где мы находимся сейчас. Особенно показательно поведение крупных инвесторов. Прошлые падения были вызваны крахами экосистем, банкротствами бирж или паническими продажами розницы. Сегодня продажи идут от крупнейших фондов. BlackRock только за одну неделю зафиксировал прибыль почти на $1,5 миллиарда долларов. Эта сумма стала рекордной для их биткоин ETF. Фонд Grayscale продолжает сокращать позиции, а фонды по Solana фиксируют чистую прибыль на фоне высокой активности. Это не паника и не катастрофа, это обычная ротация капитала. Но такого уровня продаж на ранней фазе цикла еще не было. В прошлые годы фонды начинали выходить только ближе к пику, а сейчас они это делают заранее, что создает давление на рынок и запускает цепочку распродаж среди розничных трейдеров. Розничная капитуляция – один из главных отличаемых факторов текущего падения. Раньше розничные инвесторы сдавались после нескольких месяцев непрерывного падения. В 2018 году спустя 7 месяцев, в 2022 году спустя 5, а в 2014 почти через 8. Сейчас понадобилось всего 1,5 месяца. По данным CryptoQuant, количество закрытых в минус розничных позиций выросло на 280% за последние 30-45 дней, а индекс реального страха опустился к уровням времен ковидного кризиса. Никогда еще розница не капитулировала так резко и так рано. Еще один уникальный момент – рекордно низкая ликвидность в стаканах. Даже при цене биткоина выше 90 тысяч, глубина рынков упала на 38% только за осень, а показатель тонкости ликвидности от компании Кайка сравним с периодом обвала 2022 года. При этом никакой катастрофы не произошло. Не рухнула биржа, не обанкротился крупный кредитор и не было удара со стороны регуляторов. Снижение ликвидности происходит в спокойном макрофоне, что делает рыночное движение резче и создает условия, когда даже средние объемы продаж вызывают сильные свечи вниз. Альткоины тоже ведут себя иначе, чем раньше. Несмотря на высокую активность в сетях, рост числа пользователей и увеличение объема
смарт-контрактов. Падение по альткоинам оказалось глубже прошлых циклов. Solana просела на 35%, AVAX на 42%, Aptos и Arbitrum более чем на 50%. Однако сеть Ethereum увеличила количество активных адресов на 18%, а Solana по активности сравнялась с концом 2021 года, а вот объем стейблкоинов растет впервые за 2 года. То есть фундаментал усиливается, а цены падают. И такой диссонанс раньше наблюдался только в период глобальных кризисов, но не на растущем рынке. Главное отличие сегодняшней ситуации от всех прошлых падений – это макрофон. В 2018 году рынок рушился на фоне ужесточения ФРС, в 2020 году из-за глобальной неопределенности, а в 2022 из-за самого агрессивного цикла повышения ставок за 40 лет. Сегодня ставки снижаются, ликвидность растет, фондовые рынки обновляют локальные максимумы, а регуляторы США впервые за 10 лет занимают открыто прокриптовалютную позицию. Более того, впереди стоят крупнейшие катализаторы: одобрение новых крипто-ETF, расширение деривативов на бирже СМИ, запуск новых продуктов для американских инвесторов и, вероятнее всего, масштабная программа стимулирования экономики в следующем году. И вот в этом и заключается главное отличие. Рынок падает не после катализаторов, как это было всегда, а перед ними. Это создает парадоксальную ситуацию. Страх максимальный, давление большое, но фундаментальные драйверы будущего роста еще даже не были реализованы. Если рассматривать текущее движение в контексте цикла 24-26 года, то это падение выглядит не окончанием тренда, а как его глубокая перезагрузка, которая встречается только в середине длинных структурных циклов. И именно подобные периоды в прошлом становились точками, где формировались самые сильные будущие тренды, хотя в моменте казалось, что все просто рушится. Главный вывод для нас, как для криптоинвесторов, заключается в том, что когда рынок падает на страхе, а не на фундаментальных причинах, это всегда не конец цикла, а его подготовка к следующему импульсу. Мы находимся в моменте, когда рынок реагирует не на факты, а на эмоции. Ликвидность растет, ставки снижаются, регуляторы действуют в пользу криптоиндустрии, впереди нас ждут новые ETF, а также стимулирование мировых экономик, а цена при этом падает, как будто бы в экономике происходит кризис. В подобных ситуациях прошлый цикл уже показывали, когда рынок падает без фундаментальных причин и делает это на фоне паники розницы, это почти всегда формирует один из самых сильных периодов накопления. Сейчас инвесторы сталкиваются не с вопросом, куда пойдет цена завтра, а с выбором, смогут ли они остаться рациональными там, где большинство действует импульсивно. Именно такие периоды и создают преимущество для тех, кто мыслит наперед, потому что страх не вечен, а фундаментальные катализаторы все равно реализуются. Поэтому для долгосрочного инвестора главное понимать, что текущая слабость рынка не отменяет силы цикла. Это всего лишь та стадия, которая на графике буквально через год будет выглядеть очевидной зоной возможности, но увидеть ее в моменте могут только те, кто способен удержать спокойствие, когда остальные теряют уверенность. Да, друзья, падение и красные свечи не любит никто, но как бы нам не нравились все эти откаты, на них также можно зарабатывать. Тем более, когда есть наша подписка Coin22 Pro. На этом падении многие участники Pro не просто вышли в ноль и компенсировали просадки по споту, но и остались в плюсе, потому что на днях мы заработали на падении лайткоина, ведь его цена пробила поддержку $90, на активном снижении цены Uniswap, также на шортах по токену Avi и на многих других сделках. А еще вы можете не просто торговать, но и получать бонусы от моего официального партнера биржи BitGet, которая поддерживает Pro. И прямо сейчас за простые действия вы можете получить $100 от BitGet, просто открыв первую сделку. Также все новички Pro получают обучение, сопровождение и поддержку 24/7. Мы помогаем балансировать портфели и предоставляем лучшие монеты для покупки. Поэтому если вы не знаете, что сейчас нужно делать со своим портфелем и как зарабатывать на падении, чтобы компенсировать просадки, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Текущее падение крипторынка нельзя объяснить одним фактором, но есть 5 ключевых причин, которые сейчас формируют настроение на рынке. И первая самая важная причина – это резкое снижение вероятности понижения ставки ФРС в декабре. Еще месяц назад рынки давали почти 95% шансов на то, что Пауэлл объявит снижение и продолжит цикл смягчения. Но последние данные по рынку труда перевернули ситуацию. Показатель новых заявок на пособие по безработице оказался ниже ожиданий, а средняя почасовая ставка выросла выше прогнозов. В результате рынок резко пересчитал ожидания, и вероятность декабрьского снижения рухнула до диапазона ниже 40%. Это самый резкий пересмотр ожиданий за весь 2025 год. А поскольку крипторынок на 80% зависит от политики ФРС, и с этим сложно поспорить, такой разворот ударил по настроениям сильнее, чем любые новости из индустрии. Инвесторы понимают, что отсутствие снижения ставки означает сохранение высокой стоимости денег, меньший приток ликвидности и более жесткие условия для рискованных активов. Именно поэтому рынок сначала замер в неопределенности, а затем получил волну распродаж. Но здесь я бы хотел разобрать последние данные по рынку труда, которые показали рост безработицы. Ведь когда она растет, ФРС понижает ставки. Безработица в США за сентябрь вышла выше ожиданий – 4,4%, а прогноз был 4,3%. Казалось бы, разница небольшая, но для рынка это важный сигнал. Трудовой сектор начинает слабеть. А когда рынок труда теряет уверенность, ФРС становится все сложнее удерживать высокие ставки, потому что экономика чувствует давление, потребление замедляется, а компании начинают сокращать найм. И я думаю, что данный показатель станет для Пауэлла самым важным на заседании 10 декабря. Вторая причина падения – это массовая фиксация прибыли со стороны институциональных игроков.
Инвесторы привыкли считать, что крупные фонды работают только в долгую, но данные показывают обратное. BlackRock за последние недели продал биткоин почти на $500 миллиарда, и это крупнейший отток капитала за всю историю. И в принципе в это время продавали все фонды. Это не паника, а холодная ротация капитала, но она создает мощное давление на рынок, потому что на фоне тонкого стакана такие объемы толкают цену вниз намного сильнее, чем в спокойные периоды. Фонды пересаживаются в другие активы, и в это время крипта становится донором ликвидности. Хотя также важно понимать, что текущие продажи BlackRock и других фондов – это продажи обычной розницы, которая покупала биткоин через ETF. Это не значит, что BlackRock или Fidelity берут свои биткоины и просто их продают. Конечно же нет, продают обычные люди. Третья причина – рекордно низкая ликвидность на спотовых и деривативных рынках. Глубина стаканов на Binance, Coinbase и Bitfinex упала на 35-40% за последние недели. Показатель Market Dipt составляет 2%, и он упал до уровня конца 2022 года, когда рынок переживал крах FTX. Но отличие в том, что сейчас нет такого краха. Нет дефолта, нет ударов от регуляторов и нет плохих новостей. Просто ликвидность ушла потому, что маркетмейкеры стали осторожней из-за неопределенности по ставкам. Это создает эффект пустых стаканов. Даже средние объемы продаж запускают диспропорциональные свечи вниз. Такой феномен наблюдался перед ростом в 2020 году и перед разворотом в январе 2023 года. Но сейчас он выглядит еще сильнее. Четвертая причина – паническая капитуляция розницы. По данным CryptoQuant, количество розничных адресов, продавших монеты в убыток, выросло на 270% за последний месяц. А вот индекс страха и жадности упал до уровня 10. Это экстремальный страх, которого не было со времен пандемии. При этом, если в прошлых циклах для капитуляции розницы нужно было 5-7 месяцев, то сейчас хватило буквально 1,5. Это говорит о том, что розница входит на рынок поздно, держит позиции недолго и выходит при первом признаке риска. Такая быстрая капитуляция не является медвежьим сигналом, а наоборот. Обычно она показывает, что слабые руки уже вышли, а рынок готовится искать баланс спроса. Пятая причина – техническая слабость и пробой ключевых уровней, которые усилили распродажу. Биткоин потерял важный уровень – 95-96 тысяч, который он его удерживал более 120 дней. Это была одна из самых длительных зон консолидации в истории биткоина, выше 90 тысяч. Потеря такого уровня стала триггером для ликвидаций. И на этой неделе мы каждый день видели большие ликвидации. Диапазоны ликвидаций были сконцентрированы слишком плотно, и как только цена дошла вниз, то мы получили каскад закрытых позиций. По факту рынок продавили, и только потом фундаментальные игроки начали приспосабливаться к новой цене. Что все это значит в совокупности? Мы видим падение, которое вызвано не крахами, не проблемами индустрии и не глобальным кризисом, а комбинацией трех факторов. Пересмотр ожиданий по ставкам ФРС, выход крупных игроков из позиций, а также низкая ликвидность на фоне эмоциональной розничной капитуляции. Это не тот тип падения, который ломает долгосрочный тренд. Напротив, такие движения чаще всего формируют новый диапазон накопления, потому что фундаментальная база цикла остается сильной. Ведь США увеличивают ликвидность, ETF привлекают капитал, а экономические условия постепенно смягчаются. И вот поэтому, когда краткосрочный страх столкнется с долгосрочным фундаментом, рынок снова найдет баланс. Ну а что, если мы перейдем на график? Если посмотреть на текущую рыночную структуру и последние данные по ликвидности, спросу и поведению крупных игроков, можно выделить несколько ключевых зон, которые сейчас определяют дальнейшую траекторию биткоина. График показывает, что рынок вошел в фазу глубокой коррекции, но при этом сохраняет структуру среднесрочного восходящего тренда. Давление сильное, но критических разрушений тренда пока нет, поэтому прогноз строится не на панике, а на анализе уровней, где исторически активируется крупный спрос. Сильнейшая зона спроса сейчас находится в диапазоне 88-86 тысяч, где сосредоточены незакрытые спотовые объемы, а также уровни, на которых фонды активно выкупали просадки летом. Это первый уровень, на котором можно ожидать реакцию покупателей. И если объем вернется, то здесь может сформироваться локальное дно. Если рынок пробьет эту зону, то следующая сильная область находится немного ниже, в диапазоне 85 и 83,5 тысяч долларов, где проходит крупный объемный кластер, на котором в июне наблюдалась максимальная активность маркетмейкеров. Это мощный структурный уровень. Его удерживание будет говорить о сохранении восходящей тенденции. С точки зрения сопротивления, ближайший разворотный уровень – это диапазон 95-96 тысяч, откуда и началось ускоренное падение. Пока биткоин не закрепится выше этой зоны, говорить о полном восстановлении смысла нет. Следующее ключевое сопротивление – это 101-103 тысяч долларов. Это уровень, на котором рынок стоял более 100 дней, и который сейчас выступает в роли потолка, отсекая слабые попытки роста, и лишь возврат выше него откроет дорогу к тестированию максимального уровня. Исходя из текущей динамики, базовый сценарий выглядит так. Рынок формирует локальное дно в районе 86 и 85 тысяч долларов, затем пытается восстановиться до 95 тысяч, где решится, превращается ли этот уровень в новое сопротивление или рынок возвращает себе контроль. Если покупатели смогут удержать нижние зоны и восстановить ликвидность, то биткоин имеет все шансы, чтобы повторно протестировать уровень 100 тысяч и 103 тысячи долларов уже в ближайшей неделе. В противном случае мы увидим длинный боковик вот в этом диапазоне до следующего сильного макрокатализатора. И самое важное, ни один из текущих уровней не ломает глобальную структуру цикла. Это
Это не медвежий разворот, а глубокая коррекция внутри большого тренда. Тем временем CryptoQuant прогнозирует, что мы находимся на дне. Краткосрочный холдер биткоина сейчас находится в стадии явной капитуляции. Если посмотреть на график реализованной прибыли у STH, это инвесторы, которые держат монеты меньше 155 дней, становится видно, что насыщенно красные столбцы снова выходят на уровни, характерные для крупных коррекций прошлых циклов. Именно такие всплески реализованных убытков мы видели в 2021 году, во время сильных откатов, а также в середине прошлого года, когда рынок переживал активную фиксацию прибыли. Сейчас этот всплеск снова повторяется, и его масштаб сопоставим с теми историческими периодами, что уже сами по себе является серьезным сигналом. Главная проблема для STH – это уровень их средней цены входа. Цена биткоина сейчас торгуется ниже средней цены реализации краткосрочных холдеров, которая находится на уровне 109 тысяч. Это означает, что подавляющее большинство свежих участников рынка находится в минусе. И именно поэтому мы видим такие продажи. Они фиксируют убыток, чтобы выйти из позиций. Такие действия типичны для краткосрочных холдеров, и они всегда совпадали с фазами эмоционального перегрева на дне коррекции. Вывод из этого простой, но важный. Всплеск реализованных убытков краткосрочных холдеров часто становится одним из признаков локального дна, но только при условии, что рынок быстро возвращает цену выше уровня их себестоимости. Если же восстановление не происходит и цена остается ниже этой зоны, особенно длительное время, история показывает два сценария. Либо рынок уходит в более глубокую коррекцию, либо подтверждает формирование полноценного медвежьего рынка. Сейчас мы находимся именно в той точке, где рынок выбирает направление, но я не считаю, что мы уже достигли дна. На мой взгляд, критическая зона, где может сформироваться настоящее дно, это диапазон 78 и 80 тысяч. Именно там находится область с минимальными объемами торгов и отсутствием накопления. Это пустая зона графика, которую рынок особо не тестировал, и здесь не было больших консолидаций. И поэтому, если давление продолжится, биткоин может пойти именно туда, где мы увидим финальный сброс, который даст точку, от которой обычно начинается разворот всего цикла. Но вот ждать этой точки я, конечно же, не буду, а буду действовать по принципу постепенного накопления и по возможности накапливать именно в этой области. Если подвести итог, то сейчас рынок продолжает выбивать слабые руки и проверяет каждого из нас на прочность. Мы видим, что движение цен вниз обусловлено не негативными катализаторами. Все перечисленные факторы, от капитуляции розницы до резкого снижения ставок ФРС, формируют картину, где доминирует не логика, а импульсивность. Именно об этом я и говорил в прошлом видео о психологии рынка. И если вы его пропустили, советую посмотреть. Сейчас это очень актуальная тема. На данный момент важно другое – смотреть на факты, а не на поведение инвесторов. Сейчас фундамент остается сильным, катализаторы впереди, а вот тот самый страх всегда на максимальных уровнях именно перед разворотом. И так, друзья, было всегда. Поэтому, если вы со мной согласны, пишите в комментариях. Если нет, то пишите почему. Ставьте видео лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте про Telegram, где сейчас можно получить $100 от моего партнера BitGet. И все ближайшие новости, которые будут касаться крипторынка, я буду публиковать именно туда. Так что подписывайтесь. Вам, друзья, желаю удачи. До скорых встреч.